США готовятся к долгосрочной заморозке украинского конфликта, так пишет издание «Политико». Согласно этому варианту могут быть определены границы, не обязательно официальные, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Вот как вы считаете, пойдут ли на то сейчас США, чтобы заморозить конфликт на Украине, и как он может быть выглядеть? Я уже говорил, что они не будут этого делать до хотя бы частичного достижения своих целей. Это раз. Либо угрозы обрушения вообще всего задуманного. А такое может произойти, если страна проиграет. Тогда на Байдена, кроме Афганистана, наложится еще и Украина и ситуация в ней. В Европу хлынет еще больший поток беженцев. Ну и все пойдет не так, как где-то за океаном думали. Поэтому такое предложение, наверное, возможно в том случае, если они будут чувствовать дикие риски для своих целей. Я только вот о чем полагаю, что само слово «заморозка» не будет использоваться, потому что она невыгодна другой стороне. И здесь не только Россия. Она невыгодна, потому что заморозка всегда подразумевает тыловое наращивание возможностей для потом разморозки. Исходя из определенных психотипов, там, с той стороны, могу сделать выводы, что не будут идти на заморозку. Невыгодно, неинтересно. Там будут требовать признания новых границ, ну и так далее и тому подобное. Причем, наверное, без особой альтернативы. Мне так кажется. Ну, в общем, я не верю в то, что написала Политико, хотя это достаточно, ну, как минимум, интересно их читать. Но думаю, что ситуация еще не дошла до той крайности, где Штаты бы включили нейтралку или заднюю, тем более. Полагаю, что пока нет. Пока ситуация будет накаляться. Слишком много уже сделано для того, чтобы ее сейчас охлаждать. Я не говорю, что это хорошо, что это правильно для нашей страны, например. Но это факт.